Всем привет! Друзья мои, мира вам и крепкого здоровья! Сегодня у меня очень вкусная куриная печень и жареная картошка. Печенка по этому рецепту получается суперская, очень вкусная, прожаренная, нежная. Ну посмотрите, печень получается не розовая. Внутри печень не должна оставаться розового цвета, а должна быть вот такая серая внутри. Как это вкусно, друзья мои! Обязательно готовьте. Это очень вкусно. Поехали готовить. Начну готовить. Вот здесь у меня 700 грамм картошки. И резать я ее буду брусочками. Вот такими брусочками мне сегодня захотелось нажарить картошечки. На 700 грамм добавляю чайную ложку без верха соли. У меня чайная ложка маленькая, поэтому я добавляю 2. Она у меня как пол чайной ложечки. Все, перемешали. Сразу перец, обычный черный молотый. И 2 чайные ложки паприки. Перемешали. В стороночку убираем. Займусь луком. Здесь у меня 250 грамм репчатого лука. Резать буду перьями. Вот здесь у меня 20 грамм чеснока. Вот так раздавила ножом и порублю. Друзья мои, вот здесь у меня 550 грамм печени. Я ее промыла хорошо. И практически всю уже почистила. Как я это делаю? Вот печеночка вот так выглядит. Она вот такого цвета, немножко коричневая с бордовым. Отрезаем половинку. И вот такие всякие белые жирочки, их хорошо видно. Я отрезаю и выбрасываю. Вот здесь отрезаю. И обязательно смотрю, не попадется желчь. Но никогда не попадалась. Вот такими кусочками я буду обжаривать. Вот еще кусочек. Вот я отрезаю вначале маленькую часть. Проверяю, если есть жирочек, я его удаляю. Должна остаться вот такая чистая печенка, красивая, без всяких белых прожилок. Печенка готовится быстро, и если у вас останутся жировые какие-то, вот такие штучки, они должны чуть дольше готовиться, и поэтому очень невкусно будут попадаться. Пожалуй, и все. Еще нам понадобится растительное масло, и идем обжаривать. Удобнее на 2 сковородках жарить. Огонь средний. Наливаем растительное масло. Вот примерно 5-6 столовых ложек на каждую сковородку. И разогреваю. В одну сковородку я выкладываю лук и начну его обжаривать. В другую сковородку, разогретую хорошо, я добавляю печенку. Печенку обжариваю на огне чуть ниже среднего. Лук буду обжаривать до карамельного цвета. А печенку в течение 3-5 минут, чтобы она побелела. Не забываем перемешивать. 5 минут прошло. Печенку достаю. Накрываю крышечкой. И оставлю ее в покое минут на 20. А лучок до конца обжарю. Здесь у меня конфорочка покрупнее, и он быстрее сейчас подрумянится. После печени сковородку вымыла и в нее перекладываю обжаренный лучок. Можно с этим маслом, которое у нас осталось. Добавляю в сковородку растительного масла грамм 50-60 и хорошо разогреваю. И как только масло разогрелось, отправляю картошку. Мы картофель заранее посолили, он пустил сок. А поэтому картофель выкладываем, а образовавшийся сок, вот этот, выливаем. Огонь средний, вот прям хороший средний огонь. Может быть, покажу. И картофель не перемешиваем в течение 5 минут. Вот просто не перемешиваем, но на среднем огне. Друзья мои, я не знаю, какой у вас средний огонь. Но если вы посмотрите, поджаривается или горит ваша картошка, то ничего не случится. Вот так посмотрите, а все не перемешивайте. Если она не горит, значит не трогайте ее ровно 5 минут. Через 5 минут картофель перемешиваем. И еще оставляю на 3-5 минут. Прошло еще 4 минуты, и я буду переворачивать картошку. Какая румяная, вот такую мы любим. А еще румяность добавляет паприка. Посмотрите, какая картошечка. Вот при таком способе жарки она не разваривается, не разваливается, остается целая. Сейчас я покажу, какая она через 9 минут обжаривания. Давайте возьмем вот, которая еще не подрумянилась, и та, которая подрумянилась. Видно? Вот посмотрите. Она практически готова, и на соль хорошо. В принципе, Петрович будет солить, потому что он любит соленую пищу, а мне в самый раз. Все, сковородки меняем местами. И эта картошка у нас сейчас
дойдет. А здесь ставим огонь средний и разогреваем наш лучок. Добавляем 30 грамм сливочного масла, пусть растопится. Можно добавить 30 грамм топленого. Можно добавить 30 грамм растительного, если не любите или не едите сливочное. И берем нашу печенку и выкладываем ее вот сюда на лук. Вот посмотрите, сколько собралось ненужной жидкости. Выливаем ее. И сейчас мы будем печенку обжаривать в течение 5-8 минут. Перемешиваем печенку с луком. Добавляем чеснок, чайную ложку без верха соли. Обжаривать буду в течение 5-8 минут, перемешивая постоянно. Про картошку тоже не забываем. Она у меня сейчас стоит на слабом огне, и я ее периодически буду перемешивать. Готовим печенку. При желании можно добавить черного перчика. Если нет у вас свежего чеснока, добавьте сухой. Несмотря на то, что печень готовится быстро, ее надо до конца доготовить. Это субпродукт, и они должны хорошо готовиться. А поэтому вот сейчас мы просто обжариваем и перемешиваем. Здесь достаточно масла. Все это здесь прогревается на хорошем огне. Печенка внутри прожаривается. И у вас не будет никакого страха кушать такую печенку. Но она останется нежная, она не разваливается, как видите, сохраняются кусочки. Это очень вкусная печенка получается. Печеночный запах отобьет чеснок и специи, которые вы добавите. Картофель у меня уже готов, так что ужин практически у меня готов. Сейчас еще 5 минут и все. Прошло 8 минут, я периодически перемешиваю печень. Как видите, здесь жидкости достаточно. Жидкость прозрачная, это масло сливочное. Здесь печеночного сока уже нет никакого. Вот сейчас я буду выключать. Обязательно хорошо прожаривайте мясо. Первый раз мы обжаривали 5 минут, и вот сейчас 8. Для печени это больше, чем достаточно. Но она остается сочная, вкусная. И сейчас я буду уже все это выкладывать на тарелочку. Картошку выключаю и печенку выключаю. Картошку я также периодически перемешивала. Она готовая. Можно все это смешать, но я так не люблю. Картошка должна быть картошкой, а печенка должна быть печенкой. Так, печеночку. Какая вкуснятина. А какой запах, друзья мои. Ну, посмотрите. Абсолютно бюджетное и очень вкусное домашнее блюдо. Готовьте, ставьте лайки и не забывайте подписываться на наш с Петровичем канал. Всего доброго. Пока-пока.